Существуют такие собеседники в разговоре, с которыми вы чувствуете, что сходите с ума, теряете рассудок, перестаете понимать, что происходит, и очень сложно думать. Наступает такое состояние опьянения. Один из трюков, который приводит к таким результатам в переговорах, называется манипуляция через репрезентативные системы. Определимся с понятиями, что такое репрезентативная система. У нас есть наши органы чувств, глаза, уши, наши рецепторы, которые отвечают за наши ощущения. И плюс есть некие продукты мышления, как мы думаем. Соответственно, мы получаем репрезентативные системы, визуальные репрезентативные системы. То, что мы видим, наши образы, визуальный ряд. Аудиальная репрезентативная система – то, что мы слышим и как мы слышим звуки. Кинестетическая репрезентативная система – то, как мы чувствуем и ощущаем. И так называемая аудиально-дигитальная – это то, как мы думаем, как мы принимаем решения, наша некая аналитика, продукты мышления. Соответственно, если я в разговоре с собеседником буду, например, использовать одновременно все 3, а может быть и 4 репрезентативные системы, у моего собеседника от перегруза немножко поедет состояние сознания. Например, очень грубо перегрузка репрезентативных систем. Послушай, ты видишь свои ощущения? И можешь ли ты слышать, как меняются твои ощущения, когда ты видишь, как я говорю? И так далее. То есть я слова из разных репрезентативных систем вплетаю друг за другом. То есть берете просто любой диалог или, например, исходите из того, какая вам предстоит речь, смотрите, в какой репрезентативной системе вы эту речь собираетесь доносить, и разбавляете другими репрезентативными системами. Допустим, если вы рассказываете кому-то в визуальном ряде, рассказываете, как будет красиво, как это будет выглядеть, что там написано, как это будет четко, красиво, какого цвета и так далее, вы можете туда вплетать другие репрезентативные системы. Что вы чувствуете по поводу этого проекта? Как это будет звучать? С кем вы поговорили? Каково будет ощущение или эмоции у других людей, когда это будет сделано и так далее. И ваш доклад, ваша речь будет восприниматься совершенно по-другому. Попробуйте проверить. Например, если вы будете рассказывать про машину, не только то, как она выглядит, про ее линии, про цвет, про то, как, допустим, она выглядит на схемах, какие у нее показатели, но будете еще рассказывать про то, какие ощущения у вас возникают от того, как она звучит, насколько вкусные эмоции вы будете испытывать, когда вы садитесь внутрь, какой у вас внутренний отклик, насколько громкий внутренний отклик у вас возникает, как вы видите этот громкий внутренний отклик, когда вы касаетесь отделки и предметов интерьера, ваш рассказ заиграет новыми красками, будет звучать по-другому, вы будете видеть его совершенно иначе. Будете чувствовать звук, будете видеть ощущение от звучания вашего доклада и так далее. Но есть еще более жесткий трюк. Вы можете сводить своего собеседника с ума, обнуляя и обесценивая одну информацию об другую. Одну сенсорную информацию, одну репрезентативную систему вы можете обнулять и обесценивать об другую. Допустим, посмотрите. То, что вы видите, это не так важно, как то, что вы слышите. Но то, что вы слышите, это всего лишь слова. Не так важно какие-то слова, как важно ваше ощущение, ваш внутренний отклик от того, как вы видите, что я говорю.
Но и это не имеет никакого значения. Какая разница, что вы чувствуете, когда вы видите результат, а как получается на самом деле. Но и это не важно. Какая разница, что получилось на самом деле, исходя из того, что совершенно очевидно, что вы ориентируетесь на то, как вы решили. Главное, что вы приняли решение и понимаете, как должно быть. И так далее. То есть я одну репрезентативную систему, одну сенсорную информацию обнуляю об другую. Не важно, что ты видишь, важно, что ты слышишь. Не важно, что ты слышишь, важно, что ты чувствуешь. Не важно, что ты чувствуешь, главное, как ты думаешь. Не важно, что ты думаешь, важно, как получилось на самом деле. И это приведет к тому, что через некоторое время ваш собеседник начнет сходить с ума. Он будет втягиваться в все ваши рассказы в той или иной репрезентативной системе, а потом вы будете обнулять всю эту информацию и дискредитировать у собеседника все его органы чувств. Это приведет к такому, можно сказать, симптому шизофрении под названием аутизм. Это уход в себя. Я перестаю верить тому, что я вижу, потому что это не важно. Это же всего лишь образы. Могло и показаться. Я перестаю верить своим ушам, это всего лишь звуки, мало ли что послышалось. Я перестаю верить своим чувствам, ощущениям, потому что, какая разница, что почувствовал. Сейчас одни ощущения, потом другие. Я перестаю верить своим выводам, что я решил, потому что я элементарно могу ошибаться. И я перестаю верить реальности, потому что какая разница, что получилось на самом деле в реальности. Важно же что-то другое, важно же то, о чем мы проговорили, как мы видели, и что мы по этому поводу решили и подумали, и так далее. И здесь нет правильного ответа. Манипулятор, который знает эти трюки, будет вас таскать из одной репрезентативной системы в другую до тех пор, пока вы не будете чувствовать некого опьянения. Допустим, если он захочет понизить ваше критическое мышление, применить некий шизофреногенный паттерн, есть аналогичный шизофреногенный паттерн под названием обнуление сенсорики. И здесь важно, очень важно отслеживать свое состояние. Если вы будете чувствовать некое опьянение, возможно, которое вы почувствовали прямо сейчас при просмотре этого видео, то у вас должен включиться сторожок, что, возможно, вас перегружают, вас так незаметно обесценивают. И обратите внимание, зачем ваш собеседник с вами такое делает. Потому что это может быть начало, допустим, какой-нибудь жесткой манипуляции, создание выученной беспомощности и так далее. Или, допустим, подавление психики собеседника.